есть это очень похоже на какой-то камень, на самом деле. Попробуй посильнее, Саша. Прям посильнее, Да, попробуй посильнее. Привет, друзья! Недавно на моем канале выходило видео о напольных покрытиях, какие они бывают, и каждый второй комментарий под видео был о том: Саш, почему ты не рассказал про микроцемент? Я понял, что это очень больная тема для всех, потому что вроде материал не супер новый, но про него почему-то никто не знает. Всем очень интересно. Про его свойства, про то, как его применять в дизайне, и я решил сегодня приехать в гости к профессионалам в декоративном оформлении интерьеров и разузнать все про микроцемент. Добрый день, я представляю компанию Decorum, меня зовут Сергей. На рынке декоративных покрытий мы уже более 15 лет, за это время сделали более 1000 объектов, в том числе квартиры, коттеджи, офисы. И сейчас я вам более подробно расскажу про данный материал. А меня зовут Сиджигов Александр, я дизайнер интерьера, и сегодня вы узнаете все про микроцемент от профессионалов. Погнали! Ну давай начнем с основ, с базы. Мы сейчас находимся в комнате, где все стены и пол покрыты этим материалом, микроцементом. Что такое микроцемент? Вот как в учебнике пишут. Микроцемент – это сложный технологичный материал, который состоит из нескольких компонентов. У каждого производителя немного другие разные формулы, но в целом суть одна. На пол наносится от 10 слоев, на стены наносится от 6 слоев. И обязательно все сверху покрывается специальным полиуретановым лаком. Ну, для износостойкости и для влагонепроницаемости. Давай как раз вот свойства обсудим. Для меня микроцемент – это вот равно бетон в интерьере. Ну, это очень внешне похоже, и бетон сейчас, мне кажется, на пике популярности, то есть его все любят, особенно сейчас уходят какие-то теплые тона бетона. Какое главное вот свойство микроцемента? Мы отличаем самое главное свойство – это влагонепроницаемость. То есть он сам по себе влагу не впитывает, соответственно, мы можем его использовать как в душевых, так и в бассейнах вместо плитки. То есть он выдержит прямое попадание воды вообще без проблем. Потому что, мне кажется, это главный вопрос всегда у заказчиков. Неужели можно сделать пол и стены без плитки и вот в каком-то материале? Мало того, что без плитки, так еще и без швов. Абсолютно получается ровное, изящное, мягкое покрытие, но не пропускает влагу. Также это покрытие очень износоустойчивое. Его можно использовать как в офисах, так и в торговых центрах. Мы называем его абсолютно дизайнерский материал, потому что он развязывает руки в дизайне. Здесь его можно колеровать в любой цвет, наносить на любые поверхности. Также этот материал экологичен и, самое важное, ремонтопригоден. То есть локально мы можем починить какой-то участок, и который потом не будет бросаться в глаза. Это супер важно на самом деле. Да. Давай проведем небольшой эксперимент. Я взял металлический вот такой предмет и на вашем образце попробую вот, если слегка касаясь, вот, ничего не остается. То есть я думаю, что останется, это след именно от металла. То есть это очень похоже на какой-то камень на самом деле. Попробуй посильнее, Саша. Прям посильнее, да? Да, попробуй посильнее. Вот. Ну это вот снимается слой. матовость, он становится таким больше глянцевым, да. Но это я прям со всей силы нажал на самом деле. Но при этом, как я понимаю, это все можно отреставрировать. Конечно, конечно. Здесь ты просто повредил верхний слой лака. Ага. Это можно зачистить. При этом вода не будет проникать туда? Нет. Ну вот это самое важное, потому что если вы вдруг случайно задели и не заметили, и туда будет попадать вода, да, то там что-то может страшное произойти. С износостойкостью все понятно. Расскажи, пожалуйста, про состав. Как мы получаем такой интересный материал? Как я и говорил в предыдущий раз, на пол, если мы делаем микроцемент, то там примерно 10 слоев минимум получается. Расскажу поподробнее. То есть сначала мы наносим первый слой пропитка, который пропитывает основание, второй слой адгезионный грунт с кварцем, для того, чтобы на него цеплялся равнитель. Потом наносим первый слой розала, в него утапливаем сетку. Все, у нас есть поверхность уже прочная, то есть потом ждем, когда высохнет весь этот слой, и наносим уже сам микроцемент, какую-то фактуру. Декоративный слой, получается. Да. Либо мы его, если на пол делаем, то просто затягиваем тоже ровненько. Обязательно наносим, и потом гладилкой все стыки тоже выравниваем. Где надо, можно водичкой подразбавить, но все это дело затягиваем. Ну, то есть так мы получаем бесшовную поверхность, через которую не проходит вода, и также получаем прочный материал. Совершенно верно. Но я еще не закончил, потому что когда мы нанесли последний слой микроцемента, сверху мы наносим специальная силиконовая пропитка. То есть она наносится валиком, кистью, то есть на всю поверхность нанесли,
тоже она встала, подождали, она высохла, и потом сверху покрыли полиуретановым лаком, то есть, как сказать, для закрепления. И вот уже в этом случае никакая капля воды никогда уже туда не влетает. Потому что это главный, на самом деле, для всех страх, что вот мы сделаем пол в душевой, и вода будет проливаться вниз, и потом у нас все там изнутри прорастет плесенью. То есть я понимаю, что здесь мы в этом случае застрахованы. На 100%. Но и еще не забываем, при подготовке, если мы делаем это в душевых, то мы всегда строителям говорим, чтобы все равно делали гидроизоляцию. Всегда. Что под плитку ее делают, что под микроцемент. То есть обязательно. Сколько слоев в итоге получается? 10 слоев. 10 слоев. Но если мы будем еще грунтовку каждый раз считать, то там 11-12. Мы в конце скажем, сколько это стоит вам, ребята. Потому что это немаловажный вопрос, который постоянно задают, вопрос больной. Обязательно мы его обсудим в конце видео. Давай уже, если пошло про дизайн, расскажем про варианты применения микроцемента в дизайне. Большинство представляет себе микроцемент вот именно таким, но на самом деле еще есть масса всяких различных вариантов. Сейчас мы их покажем. Значит, первый. Сергей, расскажи, что это у нас такое? Ну, мы называем такую технику нанесения миксация. Мы берем микроцемент, колируем его в два разных цвета и потом уже смешиваем непосредственно на поверхности. Как на полу, так и на стене. Я хочу показать, что вы можете совершенно разные декоративные эффекты добиваться с помощью микроцемента. Ну, то есть, по сути, как и с любой другой декоративной штукатуркой. Но при этом у вас будут еще все свойства микроцемента. Этот образец мы выполняли на объекте. Была каминная зона. Камин был из металла, и мы добивались вот именно этого эффекта ржавчина. Ну да, у меня сразу ассоциация с каким-то металлом, таким грубым, интересным. Сейчас же очень модно все эти картеновские стали, просто сталь. И здесь получается вот, очень крутая имитация. Здесь показана трафаретная техника, то есть мы можем выполнять абсолютно любые трафареты и делать их из микроцемента. Также здесь показана колировка, патинирование, то есть вообще неограниченное применение микроцемента. У меня на канале было видео, я могу ссылочкой показать вот так, фотку интерьера нашего. Там был трафарет под такие листья пальмы, короче, красивые. То есть здесь можно добиваться такого же эффекта, опять же, в микроцементе. Да, ну здесь точно такая же история. Тоже это делали под клиента. Ну, это похоже, вот то, что у вас на стене здесь нанесено. Похоже на нашу историю, совершенно верно. То есть ваш дизайнер может делать совершенно разные рисунки и будет добиваться именно нужного эффекта. И вот это мне просто в самое сердце. Это очень интересная история. Приехала заказчица из Италии, из Палермо. И вот выбрала конкретно этот цвет, потому что она увидела его в кафе, в ресторане и захотела себе такой микроцемент в своем доме. Мы сейчас делаем проект, тоже заказчик, он увлекается, для него вот юг Италии, просто его вдохновение, и эти цвета вот сразу же такие прямые ассоциации, и опять же, это можно использовать даже на полу, да, можно добиться таких цветов. Конечно. И здесь прямо показаны вот разные цвета, поэтому как это выбирается, по RAW, не знаю. Ну, это та же самая история. Да, мы можем выбирать как по RAW, так и по каталогу, который есть у производителя. Ну, в целом, абсолютно любой цвет. Ну вот круто, да, потому что дизайнер же любит очень сложные цвета. И вот они такие пыльные, интересные, красивые. Вот это вообще для любителей black metal. Если вашему ребенку 16 лет, я думаю, что это идеально подойдет для... Бери микроцемент. Детская комната для 16-летнего ребенка, прям, мне кажется, идеально. Здесь вот есть хороший пример. Огромный размер листа, ни одного шва. Слева как раз венецианка, это такой более классический материал. Использует несколько слоев лака. И здесь микроцемент. То есть я вот когда впервые увидел, даже не поверил, что вот именно это материал микроцемент. То есть вы можете сделать всю ванну вот в этом камне, и будет очень красиво, бесшовно и полностью имитировать натуральный камень. Здесь у ребят очень хорошо видно вот несколько материалов рядом. На полу у нас находится микроцемент. На стене покрытие микроцемента и есть имитация скалы. Это сейчас супер модный прием, очень многие дизайнеры используют, я часто вижу. Можно ли наносить микроцемент на вот такую поверхность? Ну, конкретно сам микроцемент на такую поверхность наносить вообще неудобно и нежелательно. Мы наносим уже на скалу для защиты во влажных помещениях только полиуретановый лак, который используется для защиты самого микроцемента. То есть часть вот этих составного вот этого пирога микроцемента мы наносим на скалу? Последний слой. Вот последний слой. Он наносится, и тогда можно во влажных помещениях использовать саму скалу. Но сам микроцемент на такую ребристую поверхность наносить невозможно. Почти нереально. Невозможно. Да. Но я слышал, что вот мы обсуждали за кадром, что
все равно вот эти сложные поверхности в душе лучше не использовать, да? Ну, конечно, конечно, потому что здесь может оставаться влага. Если осталась влага, соответственно, может развиваться грибок и прочее, прочее. Соответственно, лучше все-таки в душевых использовать более ровные поверхности. Ровные поверхности. Да. Ну, у меня есть пример, я могу тоже показать фотку. Мы в загородном доме использовали, кстати, с вами ваш микроцемент. Мы сделали ванну полностью, все стены в микроцементе, но на полу мы все равно оставили керамическую плитку. И как мне объяснили, как правильно сделать, мы вот сделали по вашей технологии, все покрыли гидроизоляцией, плиткой максимально подошли к стене, чтобы там вообще остался минимальный зазор. И уже туда подошли вашим микроцементом. Уже несколько лет прошло, и заказчик доволен, то есть все классно. Ну, сами видите. Отличный материал. Сергей, у вас вот наглядно здесь на полу видно, что мы стыкуем два цвета. Насколько вот сложно эта стыковка происходит? Для нас это абсолютно несложно. Каким образом мы делаем? Мы сначала одно помещение полностью заливаем, проклеиваемся малярной лентой. Материал встал, потом проклеимся здесь, все убираем и подводим этот же микроцемент сюда. О чем это говорит? О том, что мы можем стыковать микроцемент абсолютно с любым напольным покрытием. Это может быть керамогранит, это может быть плитка, ламинат, паркетная доска, наливной пол. Ну, в целом любое покрытие. Но есть пола. очень важный момент. Не все это вот понимают, на самом деле. Я сам какое-то время не очень понимал, что это довольно тонкое покрытие, то есть это не какой-то там толстый слой. Сколько у него толщина? Ну, рабочая толщина там 3-4 миллиметра. Вот, потому что керамогранит тот же, он сантиметровый, да, то есть вам нужно учесть, во-первых, эти слои, и его отличие от наливного пола. Про наливные полы, я думаю, что все знают, наливные полы просто разливают, то есть он плавно растекается по поверхности и все, а микроцемент – это ручная работа. Абсолютно полностью ручная работа. Каждый слой наносится вручную. Сначала наносится шпателями, потом специальной гладилкой заглаживаются все швы. Появляется неповторимый рисунок микроцемента. Он получается абсолютно нежнейший на ощупь. Я хотел бы немножко сравнить наливной пол и микроцемент, потому что у меня вот был опыт, на одной из квартир мы использовали белый наливной пол, и это был просто трэш, то есть хозяин квартиры сказал потом, что я вот никогда в жизни бы не, если бы знал, что будет, да, я никогда в жизни бы не использовал наливной белый пол, я бы просто все залил бы керамогранитом крупноформатным. Смотри, что у меня там получилось. Во-первых, при входе белый пол, видны все следы, то есть кто-то чуть-чуть задел там обувью, получались такие черные полоски некрасивые, это было прямо ужасно, то есть по следам можно было видеть, как здесь происходит жизнедеятельность в этой квартире, кто куда ходит. Второй момент. Местами пол промялся, но, насколько я понимаю, микроцемент это все-таки, так же как наливной пол, это финишное покрытие, то есть, наверное, здесь дело все-таки не в самом материале, Скорее а всего, основание. в подготовке. Да. Да. И третий момент, там, где у нас был подиум, в который были встроены конвекторы, отопительные приборы, весь материал пожелтел. Я не знаю, проблема это конкретно у наливного пола, там материала эпоксидного, либо это там какая-то общая проблема. Как это можно сравнить именно с микроцементом? Потому что мы сегодня про него говорим. Да, ну вот разберем твой последний пример. Пожелтел материал. Скорее всего, это было в качестве материала, потому что обычно наливной пол там при воздействии тепла, либо воздействии еще каких-либо факторов, он не должен желтеть. Скорее всего, там он был плохо замешан. Есть что-то такое микроцемент? То есть может он поменять какие-то свойства, цвета и что-то такое? Абсолютно нет. То есть микроцемент, он заклированный в массе и сверху защищается вот этим лаком. Соответственно, он никогда не поменяет никакой цвет. Хотя в нашей практике был случай один раз. Приехали 7-8 лет назад французы, привезли свой материал, микроцемент. Мы сделали из него столешницу и раковину в кухонной зоне. И нам звонит клиент через полгода и говорит: ребята, беда. Мы приезжаем, он из серого превратился в зеленый. Прям сильно так? Прям он вот прям в зелень превратился. То есть, соответственно, этот микроцемент что-то впитывал. Мы, конечно же, все переделали. Мы сняли старое покрытие, нанесли из нашего проверенного материала микроцемент. И все, до сих пор уже как прошло, 8 лет, никаких вопросов нету. Очень круто. Еще, когда мы делали с вами загородный дом, мне говорили про возможные проблемы, что если, например, у заказчика будет ржавая какая-то вода грязная, да, нефильтрованная, то, возможно, поверх микроцемента появится пленка. Там, где прямое попадание, которое можно будет удалить, то есть она не будет впитываться, но просто он покроется такой пленочкой.
Даже если этой пленочкой покроется, то это все легко можно отмыть самыми обычными моющими средствами. То есть вот такой момент надо учитывать. Да, тоже. то есть, соответственно, в микроцемент ничего не впитается. То есть, что бы там ни шло, его в европейских странах используют даже на улице. А сами понимаете, там осадки, снег, дождь, ему все равно ничего не будет. Я в первый раз увидел микроцемент, это было в 2000, по-моему, 2008 году или 2009. Я был в Таиланде, жил в отеле, там, спортивный отель, там, где все катаются на вейкбордах. Там весь номер был в микроцементе. Но я сначала подумал, что это просто бетоном залили. И покрасили. Да. То есть я не знал вообще про этот материал. Материал уже много лет, и вот реально только сейчас он становится таким популярным. А что по поводу следов? По поводу следов на микроцементе практически ничего не остается, никаких следов, в отличие от тех же самых наливных полов, про которые мы с тобой говорили, потому что здесь все-таки сама база и верхний лак, он на основе полиуретана разработан, и он практически нестираемый. Если мы сравним с наливными полами, то в процессе эксплуатации будут видны вот эти дорожки. Ну это акрил, да, он царапается, наверное. Конечно, там вот одна песчинка попала, все, она может разойтись по всей площади, и у тебя будет полностью зацарапанный пол. Ну, мы делали сегодня краш-тест, да, на микроцементе такого нет. И не будет. Давай сравним еще с каким-нибудь другим напольным покрытием. Вот как можно сравнить микроцемент и керамогранит? Самое главное отличие от керамогранита все-таки прочность. Керамогранит будет попрочнее, чем микроцемент за счет своей толщины, за счет своих свойств. Но и самое главное отличие – никаких швов, никаких стыков и абсолютная свобода в выборе цвета, рисунка и фактуры. Если керамогранит мы можем выбрать только из того, что есть, что привезет поставщик, то здесь мы можем творить и создавать все сами. Главный, конечно, момент, что сейчас все любят крупный формат, минимальное количество швов, и здесь швов не будет вообще. Сергей, какие ты можешь дать рекомендации нашим зрителям по подготовке пола и стен? Если мы выполняем микроцемент во влажных помещениях, будь то санузел, бассейн или ванна, обязательно подготовка должна применяться с использованием цементных строительных смесей. Потому что если использовать гипсовые, и не дай бог попадет влага в момент нанесения микроцементов, то... Мне вообще кажется, что основное помещение для микроцемента — это все-таки какие-то влажные зоны, да, потому что то, что мы чуть позже обсудим, сколько он стоит, вот, что, наверное, все заделывать микроцементом просто очень, очень дорого будет. А в ваннах просто у нас нет выбора. 90% объектов с микроцементом – это влажные помещения. Да. Бассейны, санузлы, ванны. Давай ответим на самый главный вопрос, которого все ждут. Сколько стоит микроцемент? За нашу большую карьеру мы перепробовали огромное количество материалов, огромное количество производителей микроцемента. И очень важный момент, я хотел сказать, что для всех микроцемент — это вот одно слово и один материал. Но это совершенно не так. То есть есть множество фабрик, огромное количество. Все используют свои формулы, свои составы какие-то. Ребята перепробовали очень много и оставили для себя несколько вариантов. Мы оставили для себя два варианта. Один итальянского производства, один российского производства. Чем они отличаются? В первую очередь они отличаются формулой своих компонентов. Итальянский, конечно, материал, он более прочный, по технологии у него более толстое нанесение. Наш отечественный аналог, он все-таки потоньше, он более хрупкий. И тактильное ощущение, когда вот трогаешь микроцемент, все-таки итальянский, он такой более нежный, нежели наш. У вас здесь на полу, я вижу, есть русский микроцемент и итальянский. И наглядно, конечно, разница видна. Она там не какая-то капитальная, но вот то, что разница стоимости, которую мы сейчас озвучим, 30%, на 30% он и интереснее, можно сказать. То есть это не какая-то там земля и небо, но разница видна. Сколько стоит? Итальянский, если мы берем нанесение на пол, то получается метр квадратный около 9 тысяч рублей по материалам, и 4 тысячи рублей будет нанесение. По стене около 7 тысяч материалы и около 3 тысяч работы по нанесению. То есть под ключ это где-то 14,10, да? 14,10, да. Российский аналог на 30% дешевле. Можно сравнить с керамогранитом тем же. Керамогранит, вот мы сейчас смотрели, итальянский, без работ, без всего, сам материал тоже стоит порядка 8, бывает доходит до 15 и больше тысяч рублей. То есть, по сути, это такой более бюджетный аналог даже в итальянском. Отличная замена, замена для керамогранита. Сергей, для многих все-таки это довольно высокая цена, и я уверен, что на рынке можно найти что-то более бюджетное. Конечно, масса предложений.
Мы смотрим, мы постоянно мониторим рынок, мы видим, что есть поставщики, которые предлагают по 3000 микроцемент, по 2000. И сами удивляемся, как такое может быть. Потому что нормальный микроцемент, он не может стоить дешево. Почему? Потому что все-таки в первую очередь микроцемент – это формула и технология. Ну вот мы сейчас за кадром обсуждали с ребятами, что это очень непластичный материал, вот дешевый, и он не может, в принципе, выглядеть по итогу красиво. То есть у тебя нет времени тупо разровнять его и нанести красивую какую-то поверхность. Конечно, конечно, потому что он очень быстро встает. Соответственно, какая-то не та формула, не те компоненты. В хорошем микроцементе все уже давным-давно выверено, вплоть до минуты. И, соответственно, мы можем с ним работать и покрывать огромные площади. И у нас нету ни одного единого стыка, у нас нету никаких либо провалов, потому что мы все четко делаем по технологии. Что многие напишут, я уверен, в комментариях, что видел я ваш микроцемент, шляпа ваш микроцемент. Больше скажу, к нам обращаются клиенты, к нам обращаются прорабы. Я сам неоднократно выезжал на объекты, видел, что в душевой просто вспучился весь микроцемент, отвалился кусками. Мы потом смотрим, а это и не микроцемент даже. Это просто нерадивые товарищи взяли, нанесли обычную декоративную штукатурку и сверху покрыли лаком. Да, она может быть зрительно и похожа на микроцемент, но все-таки это был не он. Вот поэтому, надо помнить, друзья, что стоимость, микроцемент это не только визуальный, да, эффект, это еще и сложная формула, технология. То есть это очень сложный технологичный материал. И, к сожалению, ну, не бывает сложных технологичных материалов, при этом и дешевых. Конечно, конечно. Скупой платит дважды. Я надеюсь, что мы ответили на все ваши вопросы, связанные с микроцементом. Если еще остались, то обязательно пишите в комментариях. Я буду консультироваться у ребят и обязательно на них отвечать. Я оставлю ссылку на Decorum под видео, поэтому если вам интересна их работа, их услуги, то обязательно переходите и пользуйтесь. Ребята очень крутые, очень рекомендую, давно с ними работаю. Ну и, конечно же, переходите во все наши социальные сети для вашего вдохновения, там очень много всего. И подписывайтесь на канал, поддержите видео лайком. В общем, все-все-все по классике. До скорых встреч, друзья. Пока-пока.